Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября. Давайте узнаем, что же для вашего знака зодиака подскажут карты, каковы энергии. Я же вас хочу пригласить на свой сайт или посмотреть другие видео. И я в описании под видео оставлю как ссылки на свои статьи, на гороскоп до конца 2024 года, опубликованный на моем сайте, ну а также ссылки на разные плейлисты. Мы же с вами идем вперед и узнаем, давайте, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака, какие энергии видят для тельцов. Карты Таро. И зададим наши традиционные вопросы в еженедельном раскладе. И если мы сказали события ближайшего времени, ближайших дней, есть какая-то очень важная составляющая, безусловно. Поэтому что для вас важно знать? Или в каких энергиях пребывать? Может быть и так. Что важно знать? Так мы называем нашу карту первую и достаем. Чего не избежать или возможны неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Узнаем энергию денег. Что расскажут карты в личной жизни. И достанем карту совет. Итак, что же будет для вас важно? Вот с чем-то определиться. Тут туз мечей. Либо мы выходим из, как липкой паутины мысли. Или я говорю, выход из лабиринта. В этой колоде карт, обратите внимание, действительно, как лестница винтовая, своего рода выход из лабиринта, решение какого-то вопроса. Вы словно на выборе. И, может быть, можно пойти и направо, и налево. Или есть какая-то составляющая, которая вам покоя не дает. И какую-то проблему нужно решать рационально, мои дорогие. С одной стороны, посмотреть, какая обстановка вокруг вас. Быть очень прозорливым и внимательным. Что-то просчитать на пару шагов вперед. И приняв во внимание свои возможности и где-то желание, что вы хотите осуществить, не упустить какой-то момент. Все же туз мечей где-то предполагает, если мы ищем выход и мы его находим, то значит мы идем в одном направлении, а от чего-то мы неизбежно откажемся. И у кого-то это могут быть как пересмотр вашей какой-то стратегии, тактики, а у кого-то конкретный вопрос выбора или какого-то вашего важного решения. Я не исключаю, мои дорогие тельцы, что кто-то получит известие или какой-то важный документ, важную бумагу. И это тоже будет какая-то отправная точка. Здесь немножко у каждого по-своему. Или вы услышите, опять же, новость, и она подтолкнет вас к вашему внутреннему какому-то определению по тому или иному вопросу. Здесь у каждого по-своему. Но, по сути дела, выход вот из этого лабиринта или из какой-то путаницы у вас уже на этой неделе, как будто в плане, такого большего прогресса. И, надо сказать, в осенний период нам еще великая ретроградность, большая ретроградность, как я ее называю, много планет в ретро-движении. Кому интересно, перейдите, посмотрите, есть и на осень. У меня для всех знаков зодиака видео, так и, в принципе, я описываю в некоторых статьях своего сайта. И нам будут возвращать высшие силы какую-то ситуацию, когда мы должны все расставить на местах, по местам. И если мы говорим неделя с 26 августа по 1 сентября, это где-то преддверие, вы можете эти энергии пересмотра или когда мы что-то, как нам на доработку возвращают, может быть, соглашение или важные бумаги, или ваше решение по поводу вообще какого-то направления в жизни. Вы будете с чем-то определяться. Неожиданностей. 5 жезлов. Вы знаете, какой-то информационный хаос. 5 жезлов всегда много новостей, много информации, где-то сплетен, кстати.
или у нас сейчас достаточно непростое время, и меня смотрят люди из разных стран, правда, порой информационный или голод бывает, или наоборот, какие-то фейки. Поэтому будьте очень рациональны, перепроверяйте все то, что слышите. Надейтесь сами на себя. Все же по пятерке жезлов иногда проходят люди, которые ведут себя как дети. И это может быть человек, который обладает уже достаточным опытом, да и в зрелом возрасте, но на него не положиться ни ответственности не потребуешь, потому что ведет себя как ребенок. Вот вы можете где-то с этим столкнуться. Поэтому у кого-то разрозненная информация, а у кого-то, когда нужно надеяться на самого себя или саму себя. Мелкая достаточно карта, но, видимо, какой-то выбор, или даже если вы выбор делаете, тогда тоже где-то с основой того, что будете делать вы, если что-то пойдет не так. Нужно быть наготове, мои дорогие тельцы, я бы сказала, с учетом этих двух карт, обязательно. Чему сейчас не время? Прекрасная карта, старший аркан, сила. Нет ничего как бы невозможного. Но все же, чему сейчас не время? Не время проявлению каких-то ярких эмоций. Или когда у вас сильная позиция, кстати, мои дорогие тельцы, но самое, наверное, главное значение, не время этого, как бы это демонстрировать, не время настаивать на своем. Может вам помешать, когда вы себе наметили какой-то четкий план и не хотите его корректировать. Корректировать придется, потому что обстановка может меняться с учетом пятерки жезлов, да и туз мечей. В самом начале мы говорили, выход какой-то или выбор. И ведь это может быть на этой неделе какая-то ситуация, но мы еще не видим наперед. И если мы говорим о большой ретроградности, нам и за осень еще не раз могут какие-то ситуации вернуться. И, может быть, нужно быть осмотрительным, первое, чтобы себя не обесточить. И у кого-то тут личная жизнь будет, когда хочется настоять на своем. Но где-то нас карты больше призывают к тому, чтобы на пару шагов вперед просчитать. Или, мои дорогие тельцы, вы часто помогаете своим ближним. Может быть, и близким, родственникам. Может быть, у кого-то ситуация, когда к вам обращаются, потому что чувствуют в вас вашу силу. И тогда, хоть чего бы это ни касалось, либо вашей помощи, как эксперта, или благодаря вашему доброму имени или вашей какой-то значимости вы желаете кому-то помочь бескорыстно, или вы кому-то хотите помочь деньгами. В общем, со всеми проявлениями вашей активности будьте осторожны, сохраняйте свою собственную силу и возможности. Что вам будет помогать? А вот ни вашим, ни нашим, двойка жезлов. Никому о себе много не рассказывайте. Возьмите, займите, точнее, какую-то нейтральную позицию. И ни да, и ни нет. Вот есть детская игра. Была раньше. Да и нет, не говорите. Вот это вам где-то будет помогать. Буквально это состояние выбора. Или, по крайней мере, то, что вы транслируете для окружающих. Как будто вы погружены в свои проблемы, заботы. Что у вас сейчас... на повестке недели стоят какие-то важные решения, свершения, заботы, опять же, или какие-то ваши намерения. Когда вы никуда, собственно, не торопитесь, это тоже вам помогает. Но я больше вижу с учетом двух карт аркана сила и двойка жезлов. Ведь это есть, опять же, этот выбор. Да, нам говорят, тебе его придется делать, и ты его сделаешь где-то. Но, может быть, нам говорят... Ты сделал этот телец выбор, так ты никому об этом не говори. Не афишируйте свое окончательное какое-то решение. Если мы сказали, вы нашли выход из лабиринта, или вы точно знаете, где-то допуская даже коррекцию, но в принципе с каким-то направлением вы определяетесь на этой неделе, тогда тоже никому не говорите. Сохраняйте себя сами. Вот эта неделя, она... отчасти непонятное с учетом того, что к нам приходит как информация, какая разносторонняя, или может и ложная какая-то приходить. Когда, опять же, карта говорит, тебя могут подвести по пятерке жезлов, могут подвести. И не потому, что нарочно,
А потому что, если, к примеру, у конкретного человека какая-то своя ситуация изменится, он не поставит вас на первое место или ваши дела. Поэтому отталкивайтесь от того, что вы сами можете корректировать. И никому ничего не обещайте. Вот, наверное, как-то так. Что же скрыто? Еще одна карта повторяет правильность моих слов. Обратите внимание, 7 жезлов. И хоть называют эту карту соревнования карта, и как будто хватит сил парировать. Но я всегда говорю, перед тем, как парировать, нужно подумать, а нужно мне в это ввязываться или нужно мне в этом участвовать. И в этой колоде карт очень ярко художник изобразил, что значит это. Сохраните свой дзен, свой какой-то нейтралитет. Не включайтесь в какие-то вопросы. Слушайте, анализируйте, но не действуйте. Может быть, и, кстати, есть конкретный человек с учетом 5 жезлов, на которого вы рассчитываете. Я бы не сказала, что на этой неделе можно на кого-то рассчитывать. Либо что-то может стать, кстати, на паузу, и тогда вам это будет где-то даже помогать. Я бы сказала так, всему свое время, примите это во внимание. Вы-то определитесь, но мало ли, может быть, это касается действий или каких-то конкретных поступков. Поэтому, в принципе, как и эмоциональное невключение в тот или иной вопрос, так и физическое неучастие в каком-то споре, в каком-то соревновании вам будет помогать. Но вот ту информацию, которая к вам приходит, все же анализировать на этой неделе стоит. Дело, работа, бизнес, король жезлов, карта харизматичного лидера. Духовного лидера, кстати, карта. Но нет действий. Это тот, который может увлечь какими-то красивыми речами или идеями, или пытаться нас учить. Может быть, у кого-то эта ситуация по работе, когда вам что-то вот такой харизматичный лидер обещает. Может быть, это и человек, с которым вы контактируете, который тоже обладает лидерскими качествами. Вообще это по знаку зодиака у нас получается стихия огня, Овен, Лев, Стрелец. Есть какое-то взаимодействие. Но вы как будто оставайтесь на своей волне. Слушайте, анализируйте, но действий, опять же, никаких. Вы можете что-то продумывать. Или вы можете наблюдать, кстати, за конкретным человеком, насколько разнятся обещанные слова и какие-то поступки. Поэтому какие-то выводы вы действительно будете делать. Или где-то и вам, может быть, карта дает совет. Ты сохраняй свои лидерские качества, но не торопись что-то предпринять или проявлять какую-то активность. И мы об этом уже с вами говорили. Что же с финансами? Ну, точно. Все то, что я сказала, мои дорогие тельцы, одна карта за другой вот раскрывают эту тему. Храните молчание, храните себя. На себе много не распространяйтесь. Где-то то, что вы надумали совершать, какие-то ваши планы, тоже. У вас будут точно что-то вы спрашивать. Кстати, по деньгам, наверняка. Или кто-то может на вас рассчитывать, на вашу помощь. Через финансы. Карта сила в позиции, чему сейчас не время. И выпадает Верховная Жрица именно на деньги. Храните молчание. Это та неделя, когда у вас прекрасно работает интуиция. Слушайте подсказки своего 6-го чувства. О себе или о своих возможностях тоже много не распространяйтесь. И когда Верховная Жрица выпадает на деньги, это знаете как... Имейте заначку, мои дорогие тельцы. Вот конкретно какая-то сумма, о которой знаете только вы. Что же по личной жизни, карта звезда? У кого-то на повестке дня поездка, переезд или перемещение вас куда-то или к вам какого-то человека. Но карта наших возможностей. Вам говорят, сияйте как звезда. Но прежде чем, видимо, сиять или прежде чем... суметь что-то осуществить очень значимое, и у кого-то по части личной жизни вы как на пороге перемен. Карта звезда – это всегда период далекий, лет на 10-20, как по Плутону. И у нас последний заход в знак Козерогов Плутона будет как раз и в осенний период. У вас получится даже планетарно, мои дорогие тельцы, что-то осуществить. Но я не могу сказать, что это произойдет быстро. И какая-то окончательная, как знаете, последний реверанс. Вот вы в каком-то вопросе
можете ставить все, либо точки над «и», либо как последний аккорд вы какой-то сыграете. У кого-то это может быть даже в январе, потому что в вашем знаке зодиака ретро-уран. И это возврат какой-то прежней ситуации. И если та ситуация прежняя была с какой-то нерешительностью связана или неопределенностью, вплоть до 30 января какая-то история может проясниться окончательно. И вам будет что-то ясно и понятно, и, может быть, еще и какие-то возможности. Поэтому у каждого ведь из вас своя задумка, поэтому переложите где-то на себя, примите во внимание то, что есть какие-то вопросы, когда вам нужно точно знать, чего вы хотите достичь. Но при этом методы свои вы никому не рассказываете. При этом себя по финансам обесточить никак нельзя, потому что на кону ваша звезда, исполнение желаний. И пусть вам выпадает этот старший аркан на личную жизнь. У кого-то личная конкретная жизнь, а у кого-то это будет олицетворять ваши честолюбивые планы, бизнес. Или все вместе взятое, как все в одном клубке где-то переплелось. И тогда тоже, посмотрите, у вас 3 старших аркана. Что-то на кону очень важное. Но не на этой неделе. Что-то, знаете, для себя начать резко менять. Решение вы примете, но все остальное должно быть за кулисами. Где-то это ваша тайна. Давайте посмотрим карту совет. Вы можете сомневаться, 2 мечей. Это всегда, знаете, как, я уже сказала, ситуация выбора, но это для нас некоторая путаница создается. Мы боимся ошибиться, самое главное. И карта нам говорит о чем? Будь реалистом. И вы как раз большие реалисты. Но где-то могут мешать эмоции. И самое главное, могут мешать какая-то как ложная информация. Вас может что-то сбивать с толку. Поэтому буквально посмотрите, в этой колоде карт вороны – это как символ мудрости. Вороны пытаются снять повязку с глаз девушки, в итоге у них, понятно, ничего не получается. Они запутывают как раз волосы еще больше, создавая эту самую паутину. Вы можете погрузиться в какой-то вопрос и начать в каком-то одном формате ключе гонять по кругу мысль одну и ту же, или пусть это будут одинаковые какие-то мысли, а выход из создавшегося положения будет где-то совсем в другой плоскости. Поэтому выбор есть, но нам говорят: открой глаза, увидеть какую-то реальность. Для вас конкретика какая-то существует. И если есть на повестке недели какое-либо дело, которое требует вашего решения, значит, скорее всего, у вас получится что-то осуществить, когда вы измените некоторые методы. Без этого, как будто невозможно. Может быть, вам придется пересмотреть или как-то реорганизовать свою жизнь по-другому, или быть к чему-то готовому, к чему-то совершенно новому, действовать как-то иначе. И иногда это 2 мечей, если мы про путаницу, когда у нас не хватает, где-то решимости. И Уран, он точно решимости нам добавит. Уран и где-то, безусловно, ретро, Нептун, Сатурн тоже нам будут помогать. И это те планеты, которые практически до конца года мы будем чувствовать эти энергии. Возьмите паузу на этой неделе. Вам нужно с чем-то определиться и практически сохранять свои планы, самих себя, свои финансы и больше отдыхать. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.